Многие взрослые с теплотой вспоминают воспоминания о своих детских питомцах. От совместного ползания в грязи до поверения друг другу самых глубоких, самых темных секретов, дети и питомцы могут показаться союзом, заключенным на небесах. Однако взаимодействие с пушистыми друзьями не всегда получается у малышей естественным образом, и ответственность родителей – научить их доброте и уважению к животным. К сожалению, этот родитель не смог привить это своей дочери. Когда они посетили приют для животных в надежде усыновить котенка, ребенок агрессивно обращался с бедными созданиями, шлепал и швырял их. Пока отец стоял и ничего не делал, к счастью, женщина все это время наблюдала за ними и быстро разработала план вмешательства, чтобы ни одно животное не попало в плохие руки. Родители обязаны научить своих детей быть добрыми и уважительными по отношению к животным. К сожалению, этот отец позволил своей дочери шлепать и швырять котят в приюте, не сказав ни слова. Родители должны начинать учить своих детей быть добрыми к домашним животным, как только они проявят хоть какой-то интерес к животным. Домашние животные играют важную роль в жизни детей. Они помогают им социализироваться, заботиться и воспитывать других. Это особенно полезно, когда у детей нет братьев и сестер, у которых можно учиться и играть, поскольку эти навыки жизненно важны для развития ребенка. Забавно, что 50% детей признаются, что разговаривают со своими питомцами, каждый третий раскрывает им свои секреты, и более трети считают, что животные в их доме понимают, что они чувствуют. Это показывает, насколько важна на самом деле связь детей и домашних животных. Но в то время как многие дети испытывают естественную любовь к животным, некоторые малыши могут демонстрировать тревожное поведение по отношению к животным просто потому, что им не хватает понимания. Поэтому доктор, ветеринар-холист, специалист по общению с животными и автор, рекомендует родителям начинать учить детей быть добрыми к домашним животным, как только они проявят какой-либо интерес к животным, будь то в книжке с картинками или к человеку. Нет такого понятия, как слишком рано, когда речь идет об обучении детей тому, как быть добрыми к животным. Кроме того, дети, особенно младшего возраста, всегда должны находиться под присмотром, когда находятся рядом с животными, чтобы защитить и детей, и домашних животных, говорит Истон. Важно научить детей уважительно относиться к пушистым питомцам, поскольку умение понимать их потребности и чувства помогает развивать эмпатию. Это также обеспечивает безопасность как животных, так и детей. Дети часто ведут себя так, что животным становится некомфортно, и это может вызвать у животных реакцию в виде царапания, укусов или чего-то похуже, добавляет она. В большинстве милых видеороликов, которые я вижу в интернете, где дети взаимодействуют с животными, животные очень ясно дают понять языком своего тела, что им очень некомфортно из-за этого взаимодействия. Удивительно, что мы не видим больше травм. Между тем, ветеринар говорит, жизнь с домашними животными учит детей ответственности, а развитие здоровых отношений с животными, особенно в раннем возрасте, дает им легкость в общении с животными и знания, которое не только поможет им распознать дружелюбное домашнее животное, но и недружелюбное или пугливое животное. Это учит их ценности безусловной, непредвзятой любви. Они также начинают лучше осознавать границы других, изучая язык тела животных во время взаимодействия с ними и получая от них обратную связь, поскольку они подсознательно усваивают, что приемлемо, а что нет. Детей можно научить относиться к животным по-доброму, демонстрируя им правильное поведение. Родители могут научить детей относиться к животным по-доброму, моделируя правильное поведение, говорит Истон. Чтение книг о животных и изучение животных в таких местах, как зоопарки или природные центры, также помогает детям научиться относиться к животным по-доброму. Наличие домашнего животного также может быть прекрасным опытом для детей, но вам следует приводить питомца в свою семью, только если вы готовы заботиться о нем как эмоционально, так и финансово. Эту часть нельзя оставлять на усмотрение ваших детей. Филос говорит, что родителям следует обратить внимание на такие тревожные действия, как грубое поведение детей, тыканье в детей, дергание за хвосты, борьба или порча корма для домашних животных.
Если родители замечают, что их ребенок проявляет тревожное поведение по отношению к животному, им нужно немедленно вмешаться. Это может означать, что нужно показать ребенку правильное поведение или полностью отделить ребенка от животного. Животные будут защищать себя, когда почувствуют угрозу, и важно, чтобы родители помогали обеспечивать безопасность и детей, и животных, объясняет Этон. Не следует ожидать, что собаки, кошки или другие домашние животные будут терпеть что-либо, что ребенок делает с ними, например, гоняется за ними или тянет их за хвост, говорит Филос. Все игры между детьми и домашними животными должны быть структурированы, контролироваться и содержать предсказуемые взаимодействия. Важно научиться и научить детей читать язык тела, чтобы определить, находится ли питомец в состоянии стресса или беспокойства. Зевание и избегание зрительного контакта – это распространенные сигналы, на которые следует обращать внимание. Если вы заметили это, разлучите питомца и ребенка и начните снова позже, избегая триггеров, которые выводили питомца из себя в прошлом. В заключение ветеринар-холист подчеркивает важность этого, поскольку игнорирование предупреждающих признаков того, что питомец испытывает дискомфорт из-за поведения детей, может быть невероятно опасным и привести к травмам. Укусы собак являются одной из основных причин обращений в отделение неотложной помощи у детей и малышей. Эти укусы чаще всего приходятся на голову или лицо.